Таиланд или Вьетнам? Если у вас стоит такой вопрос, это видео стоит посмотреть. И как турист, и как экспат. Сейчас разберем, где дешевле, где чище, безопаснее, удобнее, комфортнее, красивее, современнее и где лучше жить и отдыхать. Аньохаси ёпта, с вами Брижак. Поехали! Где дешевле? В Таиланде или во Вьетнаме? В целом дешевле жить выходит во Вьетнаме. Во Вьетнаме дешевле жилье, такси, школы, отели, одежда, медицина, аренда байков и наверняка что-то еще, про что я забыл. Еда по стоимости общей корзины выходит плюс-минус одинаково. Что-то чуть дороже, что-то дешевле, но качество продуктов, готовых блюд в ресторанах, овощей и фруктов во Вьетнаме заметно лучше. В Таиланде повсеместно добавляют продукты сахара в блюда, усилители вкуса. Но, кстати, ассортимент импортных продуктов в Таиланде будет побогаче. Во Вьетнаме намного дороже стоят только автомобили, и выбор их тоже скудный, хотя большинство приезжих все равно двигаются на байках. А вот они во Вьетнаме дешевые, особенно с пробегом. Я не думаю, что я чем-то отличаюсь от вас в плане бытовых вещей, поэтому делюсь моими затратами в Таиланде и во Вьетнаме. В итоге жизнь во Вьетнаме выходит на $600-700 дешевле каждый месяц. Экология. Об этом мало кто говорит, но в Таиланде очень плохая экологическая обстановка. Про то, что тайцы почти уничтожили в своих морях флору и фауну, мы говорить не будем, но пробежимся по грязи и мусоркам. Отходы от производств сливают в моря и реки. Пресная вода из-за этого дорожает. Сиамский залив с каждым годом загрязняется все больше и больше. Например, в Паттайе в море невозможно купаться, оно коричневого цвета. И мусора в Таиланде так много, что власти дали добро на то, чтобы хозяйство сжигали весь мусор прямо на своих территориях. И все это делают, буквально все. И все этим дышат. Едешь из одного города в другой, и в некоторых местах видишь просто горы мусора. Но самое печальное, что ситуация становится только хуже. Если сравнить это дело с Вьетнамом, по моим наблюдениям, во Вьетнаме намного, я подчеркиваю, намного чище. Вьетнам, конечно, не станет чемпионом за звание самой чистой страны в мире. Здесь тоже есть свалки. Да и вообще грязь везде можно найти, если ее поискать. Но в Таиланде откровенно грязно, и это бросается в глаза. Во Вьетнаме совсем не так. По сравнению с Таиландом, Вьетнам просто чистюля. И то же самое касается безопасности. Как с точки зрения быта, так и с точки зрения государства Вьетнам безопаснее. Если во Вьетнам люди со всего света летят отдыхать в основном семьями, то в Таиланд почти половина туристов летит тусануть и оторваться. Я много путешествую, и такой жести, как в Таиланде, я не видел ни в одной другой стране. Не могу сказать, что я прям целенаправленно ее где-то искал. Тем не менее, в Таиланде эта жесть буквально на поверхности. И это, точно не прибавляет стране баллов по безопасности, а ровно наоборот. От этого, как правило, появляются криминальные последствия. Плюс полиция. В Таиланде для полиции ты фаранг. Фаранг — это такое обозначение белых иностранцев, с которых можно что-то поиметь. В Тае копы запросто могут остановить без какой-либо на то причины. Могут докопаться до шлема, до визы, одежды, до чемодана, до ребенка, блядь. А если им не понравится ваш паспорт, спокойно увезут в участок вымогать у вас взятку. Для экспатов, живущих в Таиланде годами и ведущих там свой бизнес, полицейские — это те, кто рано или поздно придут к тебе за деньгами и которые точно найдут, до чего докопаться. И это никакая не метафора, это самая настоящая тайская система безопасности и правосудия. Во Вьетнаме полиция не занимается вымогательством у туристов. Более того, если, например, дорожная полиция будет выбирать, кого остановить на дороге, иностранца или местного, то с большей вероятностью остановят второго. Но, чтобы не быть голословным, во Вьетнаме есть свои проблемы. Здесь, например, воруют смартфоны. Именно у туристов. Грабители находят себе жертву, следят за ней и в нужный момент подъезжают на байке, вырывают из рук смартфон и по газам. Кстати, была ситуация, сейчас просто офигеете. Такой вот грабитель присмотрел себе телефончик прямо возле школы, подъехал на байке к девочке лет 13-14, говорит: «Где ты живешь? Садись, я тебя подвезу». И она села, а он ее увез куда-то в частный сектор в горах, высадил ее, говорит: «Ну-ка, давай сюда свой телефон». Она отдала, и он уехал. Через несколько часов девочка пришла домой. Дома, естественно, все в ужасе, в панике. Полиция уже в поисках. Грабители нашли, наказали, причем
слишком сурово. Тем не менее, воровство телефонов во Вьетнаме процветает. Ночью подсвечивать себе дорогу фонариком от смартфона не стоит. Где удобнее жить? С точки зрения законов иммиграции и границ, в Таиланде больше возможностей. Уточняю, мы говорим сейчас не про все визы, типа рабочие, или бизнес, или инвестиционные визы. И во Вьетнаме они есть, но делаются очень сложно. Но в дополнение к этим визам в Таиланде есть студенческие визы по языковым курсам и визы кочевника. И делается это несложно. Во Вьетнаме же вместо этого тебе придется каждые 1,5-3 месяца выезжать за границу, и это точно не в пользу страны. Но эти тайские визы не такие уж и дешевые, просто ради справедливости. Чтобы оформить себе визу кочевника, которая стоит всего 10 тысяч бат в год, нужно показать на своем счету у официального банка 15 тысяч долларов США или эквивалент в другой валюте. Студенческая виза под ключ обходится примерно в 45 тысяч бат, по-моему, в год. Знатоки, поправьте в комментариях. И, как по мне, все равно гораздо удобнее сделать себе вот такую вот годовую визу и не шляться туда-сюда по границам каждые 1,5-3 месяца. В этом плане Таиланд совершенно точно удобнее. Что насчет комфорта? Во Вьетнаме однозначно комфортнее. Я имею в виду самые базовые бытовые условия, прямо по пунктам. Жилье. Во Вьетнаме оно удобнее, оно здесь просторнее квартиры, удобные кухни. В Таиланде жилье в основном миниатюрные кухоньки с коробочку, квартиры по 25-30 квадратных метров. Для Таиланда это вообще норма. Во Вьетнаме чаще даже студии больше. Дальше, городская среда. Во Вьетнаме также она развита гораздо лучше. Здесь хотя бы элементарно есть тротуары, правда, на них часто паркуют байки, но они все равно есть. В Таиланде, кроме центра Бангкока, тротуары в принципе отсутствуют, а над проезжей частью, по которой ты идешь, вместе с автомобилями, байками, собаками нависают тучи из проводов. Просто урбанистическая катастрофа. К тому же там левостороннее движение, то есть в дороге во Вьетнаме вы не заметите разницы, а в Таиланде придется немножечко привыкать. Ну и еда. В Таиланде на каждом шагу понатыканы 7-Eleven, но толку от них практически никакого, только их магические тайские сэндвичи. Но нормальной еды там нет. Чтобы закупиться, нужно ехать в какой-нибудь гипермаркет, и если ты, например, что-то там забыл купить, хера с два ты выйдешь из дома и возле дома это купишь. Нужно снова ехать в гипермаркет, потому что в 7-Eleven нету ничего, только сэндвичи. Во Вьетнаме полно сетевых магазинов, где ты можешь купить почти все, что хочешь. Курица, мясо, сыры, молоко, мясные продукты, да в принципе все. Поэтому нет нужды каждую неделю ездить вдаль, куда-то закупаться на неделю вперед. Всегда покупаешь все свежее, причем вышел из дома и прямо возле дома все купил. В остальном по комфорту я отличий не заметил. Красота. По природе и климату здесь, думаю, каждый, кто был во Вьетнаме и в Таиланде, скажет, что особой разницы нет. Мое мнение точно такое же. Вот вслепую посади вас в самолет, привези в одну из этих стран, 99%, что вы не увидите разницы. И здесь, и там тропики, неимоверная жара, духота, красивые пляжи, пальмы и лазурное море. И все это прям, одинаковое. В городских пейзажах, пожалуй, отличие только в языке на вывесках. Опять же, и там, и здесь есть красивые места, достопримечательности, храмы, парки, здания. Но есть и ужасные плесневые, даже не дома, а целые кварталы, в которых страшно находиться. В общем, и эстетика есть, и безобразие. Но по субъективным ощущениям во Вьетнаме как будто как-то просторнее. Здесь улицы шире. И в Бангкоке, хочу выделить именно этот город, не во всем Таиланде, а конкретно в столице, очень красиво. Мне Бангкок вообще очень нравится. Он такой современный, технологичный и футуристичный. И вот тут совершенно точно впереди Таиланд. В Таиланде свободная рыночная экономика, в отличие от зарегулированной государством вьетнамской экономики. Поэтому в онлайн-магазинах и торговых центрах Таиланда вы найдете, если не все, то почти все, что производят, шьют и готовят во всем мире. Любой продукт, любой бренд, товар, любая техника, машина, новые технологии и все, что с этим связано. Во Вьетнаме всего этого нет. Ассортимент буквально всего во Вьетнаме
зарегламентирован, и большинство технологичных девайсов или машин, или одежды, или каких-то модных товаров во Вьетнаме вы не найдете. А если найдете, то наверняка сюда это доставили серым импортом. Кстати, поэтому здесь продукция Apple дешевле. Официально Apple появился во Вьетнаме только 2 года назад, в 2023 году, и то только в интернет-магазине. Официальных Apple Store'ов во Вьетнаме нет, то есть физических магазинов. И весь рынок Вьетнама заполнен серым яблочным импортом. Надежным, с гарантией, все как обычно, но дешевле, чем на сайте, так что если вы планируете соединить поездку в Азию с покупкой айфона, то делайте это во Вьетнаме, выйдет дешевле. Но в остальном, что касается технологий и обилия современных продуктов и товаров на рынке, Вьетнам, я бы сказал, сильно уступает Таиланду. Так что выбрать в итоге? Таиланд или Вьетнам? Я считаю, что смотря для чего и смотря как надолго. Если, например, вы собираетесь в отпуск на месяц, вы одиноки и не обременены ничем, то я считаю, что Таиланд больше подходит. Но если у вас есть семья, то однозначно это Вьетнам. С семьей, особенно с детьми, в Таиланде нечего делать. Там повсюду стриптиз-бары, кофешопы, полуголые старые европейские извращенцы с тайками. Ну, такой себе отдых с детьми. Во Вьетнаме в этом плане все более чем цивильно. Даже в этом году Вьетнам стал главным семейным направлением в Азии, поэтому welcome. А если вы собираетесь в Азию надолго, например, на год-два, чтобы пожить, то здесь нужно выбирать, что вам ближе. Либо это тусы каждый день, технологии и долгосрочная виза, либо это низкие цены, хорошие продукты и комфортные условия. Каждому свое. Надеюсь, было полезно и познавательно. Если зашло, ставьте лайк. Увидимся через пару дней.